В аниме-сериале Bocchi the Rock есть персонаж, который начал обгонять главную героиню по популярности изображения на фанартах — Хирои Кикури. Она басистка в своей группе, вдохновителем которой и стала. И ее основная характеристика как персонажа — это то, что она постоянно рассеяна и пьяна. Алкоголь ей нужен, чтобы держать свой образ, потому что раньше, в свои школьные годы, будучи застенчивой девочкой с музыкальным инструментом, выдать хоть что-то нормальное на сцене ей не удавалось. И как только Bocchi увидела эту харизму, которую пьяная Кикури приобретает, ей стало сразу понятно, по какому пути можно пойти, будучи музыкантом. Уверенность не всегда приходит сама по себе. Можно потратить много времени в практике выступления на сцене, или можно принять в себя алкоголь, который идеально дополнит твой образ. Но я крайне не рекомендую алкоголь к употреблению. Помните, алкогольная зависимость ведет к плохим последствиям: разбитому телефону, потере важных вещей в баре, рассеянности и конфликтам в группе. Какую группу уважаешь? Ну-ка сюда. Ты какую группу уважаешь? А? Я не так говорю. Не, мне Пугачева нравится. Йоу-йоу-йоу, пацаны, как лето провели? Я вот усиленно отдыхал все лето и занимался сбором информации по поводу разных вещей, чтобы разом сесть и оформить много роликов. И столько всего насобирал, что теперь надо рассказывать кому-то. А кому еще, если не вам? Вот вы, например, знали, что по нашему, ну ладно, по моему любимому аниме Bocchi the Rock есть манга. Она рисуется в формате под названием энкома. Это когда в манге маленькие комедийные слайды. И эта манга не является чем-то прям супер интересным или крутым. Она имеет только, наверное, половину шарма. Да нет, даже, наверное, меньше половины того, что аниме выдало своим стилем, сюжетом и тем, как именно обыграли каждую шутку. Ну и, конечно, в аниме есть музыка, а в манге ее нет. Там авторы уже на пару альбомов треков настрочили для японской аудитории. А послушать их удобно можно разве что через Wallpaper Engine. Вот примерно по этой причине только через него. Автор оригинальной манги после каждой главы рисует главных героев в амплуа других групп. И поэтому на выходе этого аниме был тренд, где люди из Твиттера занимались тем же самым, но в цветах и с куда большим количеством различных альбомов и их обложками. А вот у нас на одной из таких страниц появляется это изображение. Узнаете? Я-то, конечно, узнаю. Я об этом ролик сделал, на превью поставил, да и на выходе аниме увлекся сторонней инфой. И успел послушать творчество 88 Kazuya Jinrei. А вот вы про эту группу слышали? Что интересно, на этой картинке нет Bocchi. Здесь изображена именно Кикури. И на это есть очень веская и крутая причина. Приколите, вместо того, чтобы выдумывать персонажа женщину-алкоголика, автор манги решил срисовать его с реального человека, который существует в реальной жизни. И постоянно твитит о том, как он выпил много чекушек в картоне. Песня Сикхак, наверное, мой любимый ост из аниме. А фулл-версию я ждал настолько усиленно, что уже собирался делать свой собственный кавер, лишь бы иметь нормальную возможность послушать Ваташи Даки Юрей. А кто же мог знать, что, оказывается, Кикури была списана с эпатажного басиста группы 88 Kazuya Jinrei? Или же паломничество 88 мест. Конечно, их песни не сильно похожи на то, что сделали в аниме для иллюстрации психоделик рока, но то, что они делают, это какая-то вещь, которую я не слышал никогда. И описание Bocchi, которое она дала во время погружения в выступление Кикури, подходит сюда идеально. Главный человек в группе — это басист, а под него уже подстраиваются и гитара, и барабаны, дополняя этот инструмент. Что странно, потому что обычно бас-гитара является необходимым фоном в большинстве песен. Обычно, который еще при этом тяжело услышать. То, что у Кикури есть прототип в виде Маргарет Хирои, такого же вечно пьянствующего басиста, у которого есть своя группа крайне необычных людей, это реально круто. Я был очень удивлен, когда мне попалось это видео на испанском, которое как раз таки и поясняет про это положение дел. Я испанский не знаю, но там все доходчиво проиллюстрировано. Именно этот клип вылезает, когда ты хочешь после видео на испанском ознакомиться, что там вообще такое Маргарет Хирои делает в оригинале. И также именно на этот клип был сделан вот этот вот рисуночек от автора манги. Ну, и смотрите сами.
Это первый клип группы, который был залит на YouTube аж в 2011 году. Знакомьтесь. Помимо Маргарет Хероя в группе есть еще барабанщик, который имеет крайне атлетичную форму. Ему на официальном сайте дали прозвище «Гангстер». Настоящий якудза, играет только на барабанах. И дополняет это все гитара Кацуи Шимидзу. Гитара практически в каждой песне группы делает крайне много приятного шума, но не является основной партией, как это происходит в большом количестве других популярных и японских, и не японских музыкальных групп. Кацуя Шимидзу играет крайне виртуозно. Один из тех, кому можно зайти в социальную сеть и увидеть, как он играет что-то типа ичиканита, ну то есть понтуется, как быстро он и технично умеет. Но когда нужно играть для группы, его партии сбалансированы, все еще техничны, и при этом не уходит в то, что показывают вот эти вот ребята. А вы не представляете, как сложно играть быстро и технично, и при этом не выебываться этим. Постоянно используется психоделический тейпинг, крайне резкие и необычные сочетания аккордов, как в этой песне. Каждый член группы имеет незаурядные навыки игры на своих инструментах, но при этом каждый из них умеет слаженно выступать в коллективе, занимая свою позицию в сведении. А найти людей, которые правда хорошо умеют играть, но при этом которые играют что-то, что можно слушать, крайне тяжело. У них, что удивительно, есть слушатели из разных стран. У них есть большое количество концертов и успех на андерграунд и даже сцене повыше, но при этом вы не найдете их песен практически нигде, кроме ВК и Ютуба. Информацию о них в интернете найти крайне тяжело. Буквально то, что они написали у себя в Твиттере и на сайте. И все. А Reddit полнится 2,5 каверами и вопросами типа «Что это вообще за прикол?», когда у группы практически нет информации о ней. Ну, и эпатажными фотографиями Маргарет. Я лично занимался поисками информации, чтобы поделиться и с вами, но у них, к сожалению, нет миллиона шортсов или видео, где они рассказывают о своих педалбордах, нет грустных историй о том, как они писали какую-то песню. Большая часть их треков на ютубе это вообще перезаливы каких-то других людей, а не их самих. А официальный канал имеет, типа 16 видео или около того. Да и к тому же это группа японская. Если они выкладывают какую-то информацию, она сюрприз на японском. Нет информации о разладах в группе. Люди даже не знают, почему в клипах именно эта японская консерва и что это значит. А то, что происходит в клипах, можно в принципе разбирать достаточно долгое время. И все равно не понять, к чему это все. Есть что-то, что можно назвать просто странным. Или странным и одновременно каким угодно еще из того, что я озвучил выше. Все это выглядит так, будто 3 человека, которые сами учились играть на своих инструментах, сгенерировали свой собственный стиль и внезапно объединились в то, что идеально сочетается друг с другом. Быстрые бас-партии, степпинг гитары, плавно переходящие в ритм гитару. И забавно, что этот тэппинг в песне Watashi da Kyurei делали уже в постпродакшене, альбом-версии, а в аниме ее нет. Оказывается, Шимидзу справляется с тем, чтобы и тэпить, и переходить в ритм самостоятельно, имея только одну пару рук и одну гитару, не записывая вторую партию поверх своей для альбома. В принципе, из-за необычности звучания, и я поначалу даже как-то не очень заценил первый трек, но, случайно послушав его на второй день, я будто что-то осознал. Меня так вдохновило звучание, что я, может быть, и не особо понимал, и до сих пор не понимаю, о чем они там поют, но god damn, сколько же Херой выдает эмоций своим голосом. Это практически отдельный инструмент в каждом треке. Несмотря на то, что виден скачок качества между 2011 годом и альбомами, которые вышли пару лет назад, и то, и другое звучит очень неплохо. Просто что-то более оформленное и целостное, а что-то чуть менее, но оно от этого хуже не становится. Как раньше Маргарет Хероя жестко давит своим вокалом, так и продолжает. Кричит, выражает гнев, недовольство, а непонятно чем. Такой своеобразный дух бунтарства, который не совсем похож ни на метал или же стандартные опенинги из аниме. Кацуя Шимидзу, как раньше делал крайне необычные и шумные партии, так он их и делает. Только еще лучше, используя различные педали и плавно переходя в припев, где уже играет ритм-партию, которая даже если и звучит как и везде, но тогда идет расчет на голос Херои, которая даст именно этому моменту в песне быть запоминающимся. И денег на клипы у них теперь куда больше. То на машинке куда-то едут, то на веревочках играют, а тут Маргарет вообще убили. А нет, стоит, играет дальше. Такие крутотени можно, к счастью или к сожалению,
найти только на ютубе, потому что там выкладывается вообще все. Причем даже не на YouTube музыке. И несмотря на не всегда работающие алгоритмы, я рад, что мне, когда я искал новый репертуар музыки, забило все рекомендации паломничеством 88 мест. Обалдеть! Они сделали отдельный спин-офф про Кикури.